Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию ролик о моем личном опыте использования информационных ресурсов по бумажным денежным знакам. Постараюсь в рамках одного ролика рассказать обо всех источниках, которыми я когда-либо пользовался, и, собственно, о своем личном отношении к ним. Это будут и бумажные книги, и книги в электронном виде, каталоги какие-то, и онлайн-ресурсы. Давайте, наверное, начнем по порядку с онлайн все-таки. Попробую вспомнить. Да, давайте сразу скажу, что это все очень субъективно. Такой дисклеймер пусть будет. Все это исключительно личный мой опыт и мое личное мнение. Я не хотел бы сравнивать каталоги и говорить, чем один лучше, чем другой. Почему я вот этим, например, пользовался, а этот мимо меня совершенно прошел. Мне не очень интересно. Ну, так случилось. Вот такой вот мой личный персональный опыт. Если вспомнить историю, где-то в середине 2000-х годов, может быть, год 2004, 2005, 2006, могу ошибаться, но примерно вот в этот период появилось два сайта: Bonistica Club и Fox Notes, которые для меня стали двумя основными источниками информации где-то на период вот, с середины 2000-х годов и где-то год до 2015 до 2017, наверное. Довольно много времени я проводил на форумах, читал, изучал, набирался опыта, знаний, скажем так, да, но вместе с тем и не исключал, даже, наверное, очень много, большой акцент делал на бумажных изданиях. Вот. Двумя этими сайтами я пользовался примерно в равной пропорции, проводил там время на форумах, как я уже сказал, но по Bonistica Club, к сожалению, произошла очень такая неприятная история технического характера. Там был пожар на сервере, на котором хранился сам сайт. И, к сожалению, впоследствии не удалось, сам форум и сайт удалось восстановить, но не удалось восстановить фотографии, картинки, изображения, которые были собраны там за последние, грубо, 20 лет. И это, конечно, сильно подкосило. Я лично скажу, для меня... Я стал гораздо меньше времени там проводить, потому что без того накопленного массива изображений, это, согласитесь, уже немножко не то получилось. Вот. Ну и в целом, знаете, мы перешли все больше в телефоны, я лично, в телеграм-каналы, появились телеграм-каналы специализированные, и как-то так получилось, что я сам уже даже потом обратил внимание, что я стал гораздо меньше времени тратить на сайты и все больше времени и информации получать из телеграм-каналов. Вот. И, наверное, и до сих пор, и сейчас так и продолжает происходить. Вот. Хотя, конечно, какими-то электронными ресурсами я продолжаю пользоваться как по отечественным денежным знакам, так и по иностранным. Уже в меньшей степени существенно. Что касается ресурсов, которые уже не с нами, скажем так, это Белбонистика по банкнотам Беларуси, вот как раз я сейчас листаю, да, был достаточно интересный такой, недолго в исторической перспективе просуществовавший ресурс, к сожалению, на каком-то этапе он закрылся, да, и, много времени я там провел, тратил как раз вот, чтобы посмотреть по сериям, по логинным знакам, по каким-то особенностям Беларуси. Форум достаточно интересный был, тоже очень жаль, что так получилось. И я сейчас вот быстро, когда чуть-чуть готовился, посмотрел, не нашел сайта Александра Баранова, Bonistica Web он назывался, если я не ошибаюсь. Был очень интересен с той точки зрения, что там были какие-то уникальные источники. У него был выложен архив московского коллекционера, в общем, общество московских коллекционеров, стенгазеты прям он сканировал или отфотографировал. Такой, знаете, уникальный исторический ресурс. Какие-то еще были у него книги там выложены, отсканированные. Вот. Сейчас я его не увидел. Может быть, не очень хорошо искал, но вот был такой ресурс. И, наверное, если говорить о сайтах, больше я ничем особо так вот системно не пользовался по советской, российской и денежным знаком СНГ, собственно. Естественно, Молоток
впоследствии мешок, не аукцион, то есть это понятное дело, этим, наверное, все пользуются. Вот. Дальше о чем надо сказать. Есть несколько не онлайн изданий, а книг в электронном виде, которыми я пользовался и продолжаю пользоваться. Очень часто в моих роликах о тестовых рекламных банкнотах госзнака вы видите американский каталог, который в PDF распространяется, продается на eBay, и периодически автор его обновляет раз в несколько лет. Я честно скажу, что считаю, что он пытается объять необъятное, он хочет все тестовые банкноты мира в одном каталоге актуально, соответственно, их вести, обновлять. Мне кажется, это очень неподъемная, очень сложная задача. В общем, если вы смотрели мои ролики по тестовым рекламным банкнотам госзнака, то видите, что я там очень много нестыковок, несовпадений и неполной информации, скажем так. Вот. И, естественно, если говорить о том, что недоступно в бумажном виде, уже по объективным причинам, но чем я пользуюсь, это ПИК, конечно, как издание, да, и специальные, и общие издания по миру. Они у меня есть в PDF. Каталог перестал выпускаться, по-моему, в 2017 году в бумажном виде, соответственно, как проект он закончился. Но все равно это, наверное, основной источник, чтобы вот сходу найти какую-то информацию о какой-то банкноте. Вот. Пользуюсь в электронном виде Кардаковым, потому что он недоступен. Я бы с удовольствием, конечно, купил, но это, думаю, библиографическая редкость абсолютная. Кардаков сейчас, каталог 1953 года, наверное, один из самых лучших по гражданской войне. Я очень часто привожу странички из него, вот сейчас вот в серии, не очень часто, а начал приводить по местным региональным выпускам, вот серию роликов пытаюсь сделать из того, что у меня есть, что я могу показать. Вот. Но, например, никогда не пользовался некоторыми достаточно известными каталогами. Как-то они вот совершенно... И вот такого формата есть, да, у нас сейчас многие, несколько там была стандарт-коллекция, еще не помню авторов названий, да, вот, допустим, каталогом Олега Тихонова, вот этим вот я пользуюсь, и первым изданием, вот это вот сейчас второе он, да, наверное, второе издание, да. А вот каталог Рябченко, например, совершенно мимо меня прошел. Ну, давайте по порядку то, что у меня здесь лежит, еще прокомментирую. Основополагающий первый, наверное, да, каталог, который сейчас можно иметь в коллекции на книжной полке только в дань памяти, да, в дань уважения. Это Чучин. У меня это репринт третьего издания. В принципе, доступно купить и даже оригинальные каталоги 20-х годов. Ну, он сейчас интересен только как такая, знаете, про переход от капитализма к коммунизму почитать, да. Посмотрите здесь, да, вводная статья, насколько она любопытная. И вот так вот покажу, просто это исторический памятник фактически, да, это репринт у меня 91-го года. Иногда интересно открыть, сравнить, допустим, насколько лучше по сравнению с этим каталогом все описано в Кардакове, конечно. Кардаков до сих пор, прям очень активно им пользуюсь до сих пор. Вот, есть специальные издания, которые, наверное, до сих пор не потеряли своей актуальности. Вот Синилов, в частности, по Второй мировой войне очень часто пользуюсь, очень хорошая такая информация. То есть мне достаточно для того, чтобы открыть какую-то территорию, какую-то зону той или иной оккупации, посмотреть, как там все происходило. Вот. Ну а если говорить о тех изданиях, которые вот я всегда использую, они у меня всегда под рукой, это вот эти два, как я уже сказал, Олег Тихонов, второе издание, первым активно пользовался, вторым вот тоже вот оно перед вами, это по странам СНГ, хотя из всех стран, я неправильно говорю, не СНГ, стран бывшего СССР, хотя из всех стран, круг моих интересов, кроме СССР и непосредственно и России,
Я системно собираю так достаточно глубоко в Беларусь, если вы обратили внимание на мои ролики по Беларуси. Эстонию, ну, она достаточно ограничена в плане количества, да, набора денежных знаков, но некоторые вещи там очень интересные, типа 100 крон 92 года, допустим, ну, есть позиции, которые у меня не закрыты. Но Эстонию я, по-моему, не показывал ни разу еще у себя на канале. И плюс-минус мне интересен Казахстан. Я думаю, что я системно, может быть, за него возьмусь. Мне он интересен. Последняя серия просто потрясающая. Мне просто нравятся банкноты внешне. Какие-то вещи, вот типа Литвы 10 лит, у меня они есть, потому что это авиационная тема. Какие-то вещи я покупал в качестве сувениров. Вот видите, да, ну здесь смотрите, цена $800. Ну как, я показывал, по-моему, в своем ролике по этому набору невыпущенных банкнот, за сколько я его покупал, сейчас не помню, 200 с чем-то евро, по-моему. Здесь цена указана 800, ну я не считаю, что это объективная оценка. Хотя, может быть, когда-нибудь, или уже сейчас цены такие, не знаю. Вот. По этому каталогу, что еще можно сказать? Есть неточности, абсолютно объективно. Вот смотрите, если мы возьмем с вами банально 2000 год, здесь авторы не разделяют до сих пор, хотя это второе издание, вот эту вот защитную полосу по видам. Скрытая защитная полоса НБРБ, ну а мы с вами знаем, что здесь она была одной, а здесь она уже другая. И этого здесь до сих пор нет. Ну, то есть такие вот неточности. Ну, наверное, это более глубокое изучение, да, того или иного региона, той или иной страны. Ну вот неточности даже вот во втором издании такого каталога есть. Но повторюсь, для меня это очень удачная и удобная для использования книга, каталог-ценник. И что касается непосредственно России, это, конечно, Андрей Викторович Алямкин. Это маленькая книжка к его большой книге, которую я сейчас чуть позже покажу. Вот этой вот, да, большая зеленая книга, потрясающее издание. Но оно такое подарочное, как они говорят, кабинетное издание. А удобно пользоваться, конечно, вот таким каталогом. И здесь новые подходы к классификации знаков и очень много, очень подробно информации по выпускам, по водяным знакам, по всему. Конечно, есть более глубокие исследования, как, например, тоже покажу сейчас, Владимир Засько по 61 году. Понятное дело, что я по 61 году, ну, этой книгой я не пользуюсь. Пользуюсь книгами Засько и по 47 и по 61 году. Или, например, по Шиповщине отдельное издание. Федот Федотовичем, там каталогом тоже покажу сейчас, пользуюсь активно. Да, если смотреть по подписям, Шиповщину собирать. То есть есть какие-то общие вещи, которые вот всегда под рукой есть, более специализированные моменты, на которые ты уже, когда если надо покопать поглубже, ты уже на них обращаешь внимание. Вот, ну давайте к следующим перейдем, посмотрим. Если продолжать тему каталогов, которыми я когда-либо пользовался, либо пользуюсь в рамках своего увлечения коллекционированием, собирательством бумажных денежных знаков, то это, безусловно, Александр Евгеньевич Денисов, его фундаментальные труды начала 2000-х годов, начала нулевых годов, когда, которые, собственно, заложили фундамент, наверное, всем дальнейшим исследованиям. Все, что я говорю, это мой личный взгляд, как вот любителя, который каким-то образом с этим огромным пластом литературы сталкивался и использовал в своем увлечении. У него те книги, которыми я пользовался, помимо всех остальных, это вот как раз период 1769-17 и 17-2005. По первой книге у меня, к сожалению, нет третьей части, самой востребованной, как раз по периоду Шиповщины. Есть в электронном виде, конечно, я пользуюсь, но в бумажном, к сожалению, нет. Но эти труды, это когда-то меня потрясли, честно скажу. Я прочитал полностью, и вот все, что у меня есть. Первая книга, вторая книга, обе части у меня есть. 17-2005 год, соответственно, до 24 года, и с 24 по 2005. Здесь я уже смотрел, изучал активно, там по подписям смотрел, по водяным знакам. Прям очень-очень много пользовался этой книгой. Там, видите, у меня даже по пятаковкам здесь какие-то пометки есть.
Да, у него были какие-то ошибки, вот я даже для себя исправлял, но на тот момент это были, конечно, фундаментальные труды. Это уже современная Россия, у меня даже закладки какие-то здесь проложены. Очень интересно. Вот. Безусловно, пользовался, это, конечно, база современной бонистики, отечественной. А по югу России я пользовался трудами Александра Геннадьевича Баранова. Это его первый труд 2008 года и переизданный сейчас вот в таком виде труд уже. Это у нас издание 2024 года. То же самое, только в цветном виде, с огромным количеством фотографий, огромным количеством дополнительного материала. Если мне надо получить какую-то информацию о выпусках Юга России, о каких-то региональных, частных выпусках, то я сюда обращаюсь. Ну, к этой книге уже меньше, понятно, когда появилась вот эта, но раньше работал вот с этой книгой. Что касается непосредственно Белого Юга, то работал и работаю вот с этим каталогом Алексея Анисимова по как раз Белому Югу, по выпускам Ростова и Главного командования вооруженными силами на юге России. Анисимов, Головкин, Платонов. Огромное количество информации по водяным знакам, по микроподписям. Ну, то есть прям классное, глубокое исследование. Пользуюсь, абсолютно пользуюсь. Что касается, не знаю, как мне наращивать сюда или все это убрать. Что касается Шиповщины, безусловно, пользуюсь книгой Федота Федотовича. Но сейчас она уже переиздана, есть второй экземпляр, ну, как бы более свежий экземпляр. Но я сейчас вот под рукой у меня вот этот. По Шиповщине, по подписям. То есть здесь у меня, видите, тоже мои пометочки какие-то, что у меня есть, что нет. Очень активно именно как каталогом пользовался и пользуюсь его изданием. Как-то оно мне ближе всего из всех исследований Шиповщины оказалось. Прям, ну, конечно, сейчас, как я уже сказал, есть переизданный. Это у меня каталог 2012 года. Ну, сейчас вот есть более современный. По 1961 году, конечно, книга Владимира Засько, «Бумажный рубль» 1961 года, исследование и одновременно каталог, который перевернул полностью все, что мы знали по 1961 году. Ну, он базово, конечно, основывался, как я понимаю, привязывался к Денисову, но сейчас это, конечно, must have, если кому-то это интересна тема. Не знаю, они сейчас есть ли в продаже или нет, но у меня вот даже самое первое издание, по-моему, его 2 раза еще потом переиздавали. Вот видите, 2010 года, 300 экземпляров, таллинская книжная типография. Эта книга, конечно, безусловно, по которой я 61 год себе собирал и почти что полностью собрал. Ну, со своими особенностями, парами с номерами подряд. Видите, у меня много здесь тоже каких-то пометок своих. Очень активно пользовался. И до сих пор к ней возвращаюсь. Очень классно, видите, вот что-то там, рубль. Ну-ка, ну, откуда у меня здесь? Просто рубль, как закладка. Вот. И сюда же, конечно, надо сказать, это рубль 47 года. Следующее издание, тоже Владимир Засько. Рубль 47 года в меньшей степени, потому что 47 год я, ну, как бы кладу поскольку, как он попадается. Но это тоже потрясающе глубокое исследование, уже даже с редкостями по сериям, по вариантам литерных серий, даже с некоторыми ценами, в отличие от 61 года, ну, по крайней мере, от моего издания. Здесь очень классная полиграфия, да, вот с такими разворотами. Очень-очень классная книга. Конечно, они у меня рядом стоят, и если мне что-то нужно посмотреть, почитать, но они полностью прочитаны, безусловно, но вот если надо что-то посмотреть с точки зрения именно каталога, я не знаю, как так вот, да, виднее будет. Я к ним обращаюсь, если нужен 61 или 47 год, что-то. Я так по верхам, потому что можно обзор каждой книги делать очень глубоко, но та книга, на которой я хочу остановиться глубоко, это, конечно, вот эта книга, я ее показывал в маленьком экземпляре
чуть раньше сегодня, но вот покажу еще раз то, что сейчас уже имеет название «Большая зеленая книга». Потрясающая книга Андрея Викторовича Алямкина о полностью переосмысленная каталогизация бумажных денежных знаков России, изданная, вот видите, 2019 год. Роскошное, роскошнейшее издание, изданное, по-моему, даже в Венгрии, если я не ошибаюсь, напечатано. Да, то есть вот здесь лучше не бывает, короче, с точки зрения издания, но это, конечно, тот вариант книги, которую надо листать исключительно на столе, по-другому не получится, поэтому оно, собственно, с практической точки зрения, как каталог, не очень удобно, но очень, ну, вот эти вот межэтапные статьи очень интересные, очень глубокие, и сама система каталогизации, безусловно, она полностью сейчас меняет, да, подходы, которые были заложены раньше, пересматривает их. Вот. Ну, конечно, честно скажу, здесь прочитаны статьи между вот эти вот как бы межпериодами. Сейчас покажу еще какой-нибудь. Вот это, да, например, да, вот эти вот статьи. А как каталогом я пользуюсь маленьким, да, который только что вот показывал. Ну, это роскошно, это потрясающе просто. Конечно, сейчас там с вторым клише по думкам, допустим, как пример или каким-то другим наработкам, что-то новое всплывает, оно всегда всплывает новое, но не знаю, будет ли это переиздавать Андрей Викторович когда-либо или нет, но на текущий момент это, наверное, самая-самая такая книга, которая самая актуальная, самая большая, объемная и всеохватывающая, и с выверенной, самой главной информацией по выпускам в отечественной бонистике. Вот такой каталог. Теперь давайте чуть-чуть уйдем от России и уйдем к странам СНГ. Недалеко уйдем от России, но к странам СНГ. Очень сильное влияние на меня оказал. Я очень много пользовался вот этим каталогом. Когда он вышел в 2012 году, это было такое первое системное и очень подробное исследование. Я его, честно вам скажу, тоже прочитал полностью, даже по тем странам, которые мне не интересны, потому что здесь очень классно, вот Дмитрий, автор, потрясающе описывает, ну, он вводит свою систему каталогизации, это меня не очень интересует, но он очень много внимания делает акцент на банки национальные, на принтеров, описывает их, и очень хорошие, подробные статьи, вот эти, ну, не аналитические, а такие summary по текущей ситуации, что происходило на той или иной территории в тот или иной период, как каждая из стран бывшего СССР переходила на собственную валюту, хроники денежного обращения, как он их называет. Это вот прям очень интересно, очень много информации такой, знаете, сжатой, прям по дням, по каким-то датам, когда что происходило, какие выпускались, ну, что происходило. И дальше, собственно, сам каталог, он делает акцент на принтерах, он делает акцент на подписантах и, соответственно, на каких-то особенностях. Белая, серая бумага. То есть вот когда это в 2012 году появилось, это было просто вау. Сейчас, с тех пор он, ну, эту книгу не переиздал, она переиздалась, по-моему, в 2015 году на английском языке, и все. Но, соответственно, сейчас, на текущий момент, по большинству стран информация как минимум уже устарела. Но, повторюсь, вот в тот период, наверное, вот с 12 и лет, не знаю сколько, 5-10, после этого я вот этой книгой активно пользовался. Я, там, если взять... Так, дальше идет Украина. Но я, смотрите, видите, здесь очень много информации о проектах и дизайнах денежных знаков. Ну, и причем это все очень сжато, буквально на нескольких страницах. И сразу переходим к каталогу. Подписанты, художники и, соответственно, каталог. Потрясающая книга.
Я покажу, давайте посмотрим Беларусь, потому что она меня интересовала всегда. И вы, наверное, возможно, видели мои ролики по Беларуси, хроники денежного обращения. Беларусь. Все, что касается и темы геральдики, и изображений. Очень крутой каталог, очень огромный труд фундаментальный на тот момент, да и сейчас, наверное. То есть, видите, вот эти введена тема разных водяных знаков на... Сейчас покажу это, по-моему, в конце у него. Да, вот. По каждой стране. В конце страны он дает описание водяных знаков. Вот они, видите, разного направления эти косы, разного направления. По-моему, это было впервые именно здесь описано. Потом появились дополнительно разные таблицы, интернет, и они активно развиваются, но вот именно в печатном виде это было описано вот им. Возможно, он собирал и брал за основу какие-то чужие наработки, я не знаю, но я говорю о том, не как истина в последней инстанции, как свой собственный опыт. Я впервые это увидел вот у него вот в этой книге. Очень классно, очень много ей пользовался, особенно по Беларуси. Я прям в ней сидел, скажем так, да, особенно вот эти вот страницы с водяными знаками, с размерами разными. Узкая башня, широкая башня, ну, то есть наоборот, да, ворота узкие, широкие. Все это известная тема. И видите, он еще очень, что мне тоже близко, много внимания уделяет изображениям. Тому делают фотографии тех объектов, которые фактически мы видим на банкнотах. Давайте Казахстан и то, что меня интересует. Нет, давайте Литву, что ли. Литуанику я не могу не открыть страничку, да, вот она. Единственное, меня что здесь немножко так прям триггерит, ну, это лично мое, что он пишет здесь аверс и реверс везде. Ну, не лицевая сторона, аверс и реверс, по моему пониманию, можем спорить, не знаю, в моем понимании это все-таки монеты, а у банкнот это лицевая и оборотная сторона, у него везде аверс и реверс. Ну, может быть, я ошибаюсь, не знаю, поправьте меня. Ну, как бы мне режет слух, когда мы применительно к банкнотам говорим. Аверс и реверс. Вот Казахстан. Тоже очень объемная. Видите, очень классный, да, вот титульный лист по стране. Какое-то изображение увеличенное. Очень потрясающая книга. Очень жаль, что она не продолжена. Я бы, наверное, покупал в бумажном виде каждое новое издание. Хотя бы раз в 10 лет, там, я не знаю. Очень-очень много информации. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Здесь тоже разные водяные знаки, разное расположение номеров на ранних сериях бумажных денежных знаков. Серии, ну, Казахстан это вообще феноменальная, наверное, страна, которая очень часто меняет линейки банкнот. Очень круто с точки зрения коллекционирования, не знаю, как с точки зрения жителей. Все ошибки здесь указаны, да. Памятные буклеты. Просто фантастика. То есть, видите, все подробно. Памятный выпуск, как буклеты выглядели. Это у нас просто, как они называются, тестовые банкноты. Здесь он называет их презентационные тестовые выпуски. Тестовые банкноты Казахстан тоже очень красиво выпускает. Архив даже добавил. Очень классно. То есть это вот, я не знаю, сколько нужно было времени и усилий, чтобы это собрать такой объем информации, причем по каждой стране и в рамках одного издания. Видите, я как на нем много останавливаюсь. Эстонию еще покажу. Ласточку взял, этот дуб исторический эстонский, который на 10 кронах. Ласточка как национальный символ. Хроника денежного обращения. Подписанты, художники. Ну, как везде, эта структура одинаковая.
Ну, по кронам, по большому счету, они к тому времени уже Эстония перешла на евро, поэтому здесь закрытая, наверное, информация. Я не выверял, может быть, по сериям какие-то не обнаруженные на тот момент в сети. А выпуски для коллекционеров тоже очень классно. Все это здесь издано и указано. Вот это вот потрясающая книга по странам СНГ. Такой для меня это просто эталон книги, каталога. Хотя пользуюсь я, как я уже говорил, вот маленькой книжкой, которая вот сейчас более удобная и более актуальная. И несколько книг я хочу показать как раз по странам, которыми я плюс-минус интересуюсь, как с точки зрения бонистики. Еще несколько каталогов, извините, если кому-то это покажется слишком затянутым. Эстония, их родной, скажем так, да, каталог. У меня выпуск 2015 года, но опять же меня интересуют больше банкноты, чем монеты. Монеты, точнее, совсем не интересуют, поэтому актуально, здесь все актуально, и дальше я не вижу смысла. Он поделен на две части. Вначале монеты, потом банкноты. От автора небольшое. Где-то половина, нет, поменьше. Это идут монеты. И дальше бумажные денежные знаки. Причем они как бы идет сквозная. Ну, марки понятно, а потом по номиналам крон. То есть, если мы возьмем с вами, видите, 1 крона, и потом 1 крона уже современная. 2 кроны. То есть автор не делает различий между, он идет по номиналам, но не по годам выпуска. Там Первая республика, Вторая республика. 5 крон, потом 5 крон, 10 крон. Старые, да, 10 крон современные. В том числе памятные, коллекционные. 20 крон, 25, 50, 100. Все выпуски. И 500 крон. Вот такой каталог. Пользуюсь и смотрю, обращаю внимание на... Ну, прям интересно по нему работать. И еще 2 страны я покажу, ну, как бы в рамках того, что я ими пользовался когда-то. Пользовался венгерским каталогом, когда собирал венгерскую гиперинфляцию. Я показывал ее в одном из своих роликов. Прям очень активно. Каталог, конечно, он полный с 26 года. Но меня интересовал здесь именно период гиперинфляции. То есть, ну, и военные, на самом деле, военные выпуски, напечатанные в Советском Союзе, вот тоже они у меня плюс-минус собраны. По-моему, я их не показывал, но вот период гиперинфляции — это отдельная тема, фактически ради чего я его и покупал. И очень-очень активно использовался он мной. Такая книга, но она на венгерском. Ну, с современными технологиями Google переводчик проблем нет, так было бы, наверное, сложновато. И Чехословакия, очень классная книга. Когда-то я в Праге купил. Не скажу, что я собираю Чехословакию. Я очень часто это повторяю, да. Чехию или отдельно Словакию. Но опять же, меня интересуют выпуски военные, которые в Чехословакии продавались с надпечаткой как образец с перфорацией достаточно дешево. И вообще они распродавали очень много. И не знаю сейчас, как распродают или нет, или уже все продано. В предыдущих ранее выпущенных банкнот, которые остались в хранилищах. Все продается. Вот. Ну, вообще, эта книга, как книгу, интересно ее читать, потому что здесь тоже очень много уделено вопросам дизайна, вопросам изображений. Выпуски, где печаталось, например, там, да, в СССР, или один выпуск печатался в СССР по литерам, здесь идет разбивка. Москва, видите, потом Прага и так далее. То есть госзнак и принтер чешский. Очень классная книга. Тоже я ей очень активно пользовался, когда собирал вот военный выпуск Чехословакии. И еще меня интересовали изображения, банкноты, которые рисовал Альфонс Муха, известный чешский художник. Вот, и в частности его банкноты здесь. Вот этим я тоже активно этой информацией пользовался. Ну и вообще эта книга, как книга, очень классная. Вот сколько я перечислил каталогов, которыми в
том или ином виде пользовался. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что это было хоть как-то интересно. Это все очень мой субъективный взгляд, личный опыт, скажем так. Вот, ну вот он такой на текущий момент. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.